you. Daddy's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree. So some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas I sat up the home not crying. Daddy felt like a bum, see daddy had a job to keep the food on the table for your mom. At the time, every house we lived in either kept getting broken into or robbed, or shot up on a block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you to go to college. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши подписчики, гости канала. Рады вас приветствовать, как всегда, на канале «Элитная недвижимость Сочи». С вами Татьяна Черникова. Дмитрий, как всегда, за кадром. Радуем вас самыми лучшими вкусными объектами в городе Сочи. Сегодня именно такой дом в стиле шале, который расположен в коттеджном поселке премиум-класса из 4 домов на своей территории, охраняемой, с видеонаблюдением, с прекрасной широкой подъездной дорогой, с развитой инфраструктурой. Максимально приватный дом 207 квадратных метров на участке 5 соток земли с дизайнерским ремонтом. Обязательно оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. А мы начинаем. Поехали! Guess you're pretty much up, and daddy's still here. Lately I'm talking to you too, and daddy's still here. I like the sound. Дом находится в коттеджном поселке премиум-класса, состоящего из 4 домов в едином стиле шале, с хорошим соседством, с отличной асфальтированной подъездной дорогой, в окружении реликтового леса, максимально приватный, с чистейшим воздухом, с пением птиц, в отдалении от туристического сочинского шума. В общем, дом хорош как для отдыха, так и для постоянного проживания. Итак, здесь 4 дома, один из которых продан, и 3 дома в разной ценовой категории в зависимости от уровня отделки. Это причистовая отделка, это полностью выполнен дизайнерский ремонт на 5 сотках. И самый большой дом на 8 сотках. Помимо основного дома на участке расположен гостевой домик. Опять же, все подробности на нашем канале, полный обзор. Обязательно посмотрите. Расположение данного дома и коттеджного поселка в целом очень удачно. Мы находимся в 15 минутах от самых чистых набережных центрального Сочи. Ровно посередине между Дагомысом и центром Сочи. 40 минут до Адлера, до Сириуса, до его любимых объектов и час до Красной Поляны. Очень удобно. В 3 минутах отсюда располагается ближайший магазин и ближайший ресторан. И начинаем мы наш обзор, как всегда, по традиции, с территории. Итак, хорошая подъездная дорога. Гостевой паркинг рассчитан на несколько автомобилей. Установлены откатные ворота, большие, управляемые с пульта. Помимо гостевого паркинга есть придомовой. Паркинг рассчитан на 3-4 больших автомобиля. Заехали, припарковали свою машину на этой просторной площадке и пошли дальше. Итак, участок 5 соток, на котором расположен дом. Мы видим, что выполнено террасирование, 3 небольших уровня. Между ними небольшая разница, но она есть. Мы сейчас находимся на среднем уровне, где расположена парковка. Основная часть участка выложена натуральным камнем травертин. Верхний уровень, где находится непосредственно наш дом. И 3-й уровень, где расположен бассейн и зона отдыха. По периметру участка возведен высокий забор. Данная часть выложена природным камнем доломит. Подсветка архитектурная везде.
По периметру фасада здания она есть тоже. Есть ландшафтная подсветка. В ночное время суток здесь очень красиво. That's when Daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and Mama out to see me. But Daddy had to work, you and Mama had to leave me. Then you started seeing Daddy on the TV, and Mama didn't like it. And you and Lady were too young to understand that Papa wasn't Rolling Stone. Mama developed a habit, happened all too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand. Cause all I ever wanted to... Ну и проследуем на нижний уровень. Он заслуживает особого внимания. Почему вы сейчас это увидите сами? Мы видим, что по всему участку ливневки установлены, водоотведение есть, сделано оно очень грамотно, правильная разуклонка везде, и практически всегда этот участок сухой. На участке выполнено озеленение, есть декоративный газон, разнообразные растения, это пальмы, туи, лавровишня, есть автополив и установлена ландшафтная подсветка. I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you, I'd do anything for you to say you smile. And if that mockingbird don't sing in the rain, no shine. Ну и основная деталь этого уровня участка, конечно же, бассейн. Бассейн 7×4 с подогревом, с подсветкой, с противотоком, со всеми основными необходимыми деталями. Две глубины, 1,2 метра и 1,6. I don't want nobody new, it's always you. Never thought I'd find a love so deep. Never thought I'd find some. Есть специальная лестница для вашего удобства и очень много пространства для того, чтобы вы установили здесь зонтики, лежаки, в общем, все необходимое для того, чтобы вы здесь загорали, наслаждались комфортом, купались в бассейне, дышали чистейшим воздухом в конце концов. В данной части участка выведены коммуникации для того, чтобы вы здесь установили небольшую кухню, небольшой кухонный гарнитур, готовили здесь мангальная зона, приготовление, как всегда, любимых стейков, не отходя от бассейна, принятие пищи, отдых и все прелести. Ну что ж, самое время, дорогие друзья, поговорить о доме, о его конструктиве. Прочно стоит на фундаменте, дом в стиле шале. Далее возведен железобетонный монолит-каркас, керамзитоблок заполнения, мягкая двускатная кровля и установлены панорамные окна в пол, алюмил, подъемно-раздвижные механизмы. Стиль шале издавна предполагает наличие несколько основополагающих элементов. Это дерево и натуральный камень. В сочетании они дают нам стиль шале. Но мы говорим о том, что из этих материалов именно облицован фасад здания. Сам же конструктив дома является монолитным. Итак, фасад здания облицован из нескольких комбинированных материалов. Это вентилируемый фасад на подсистеме из натурального дерева лиственница, которая прошла специальную термическую обработку, и натурального природного материала мрамор. Площадь дома составляет 207 квадратных метров. Каждый этаж оснащен широкими комфортными балконами и террасами с перилами из каленого стекла. В доме выполнен дизайнерский ремонт. Это видно уже отсюда. Ремонт просто сведет вас с ума. Мы поднимаемся на верхний уровень участка, где расположен сам дом. Сейчас мы на террасе, куда есть выход из кухни, гостиной. Мы посмотрим это чуть позже. Еще одна задняя часть дома. Это тыльная часть дома, где уложен декоративный газон, опять же травертин.
установлен лос. Кстати, о коммуникациях. Коммуникации здесь централизованный свет 15 киловатт, 3 фазы проведен. Газ установлены 2 котла. Сейчас мы это все увидим. Вода, скважина. Здесь выведены трассы под спецсистемы, которые будут установлены уже в ближайшее время. И со стороны парковки у нас расположен центральный вход и сердце дома. Это котельная. Давайте посмотрим ее более подробно. Сердце дома, где расположен весь коммуникационный узел. Давайте все по порядку. Электричество, щиток, несколько фильтров различной формы очистки. Это грубая очистка, это фильтры тонкой очистки, накопительный бак, распределитель. Здесь же у нас расположены расширительные баки, бойлер для нагрева воды и 2 газовых котла, о которых я вам говорила. Один на бассейн, один на основную часть дома. Они взаимозаменяемые и работают слаженно и конструктивно. Ну что, дорогие друзья, придомовую территорию мы с вами посмотрели, участок посмотрели, его особенности. Сейчас самое время пойти внутрь дома и оценить дизайнерский ремонт. Мы с вами внутри этого замечательного дома, где все прекрасно, начиная с входной группы. Просторная прихожая, место под вместительный шкаф, высокие потолки, на минуточку 4 с лишним метров. Здесь мы видим разводку теплого пола. Кстати, во всем доме теплые полы, постелен керамогранит. И пока мы отсюда не ушли, хочу сказать, что сразу нас встречает гостевой санузел. Смотрим. Ну что, мы перемещаемся в кухню-гостиную. Пространство свободного назначения, очень просторное, очень светлое, благодаря тому, что здесь много световых точек. Эта стена открыта в сторону бассейна. И здесь установлены панорамные окна, как я уже и говорила, фирмы «Алюмил». Высоченные потолки, парящие потолки, различные сценарии света, это отдельные люстры, это точечные светильники, это трековая система, которая установлена в прихожей. Вы можете контролировать, регулировать свет так, как вам будет удобно. Мы сейчас в той части кухни-гостиной, где будет установлен в ближайшее время кухонный гарнитур. Кстати, это уже входит в стоимость дома. А стоимость дома вы обязательно узнаете, позвонив мне по номеру телефона, который указан в описании видео. Идем дальше. Под кухонный гарнитур выведены все уже коммуникации. Коммуникации выведены уже под островок. Здесь он будет располагаться рядом. И здесь же есть пространство, которое у нас закрывается, где будут установлены полочки для хранения хозяйственных принадлежностей, банок. В общем, все, что нужно для приготовления пищи. Как я уже и сказала, по всему дому теплые полы, керамогранит. Помимо этого установлены конвекторы. Дом максимально теплый, максимально уютный. Сейчас мы в той части, где будет располагаться диван, большой, комфортный диван. И здесь
все сделано для того, чтобы вы повесили огромный телевизор. Ведь это очень важно, когда вы собираетесь здесь своей семьей, и у вас все создано для вашего комфорта. Уютный диван, телевизор, стол, обеденная группа, опять же, по вашему усмотрению, будет расположена где-то вот здесь, чтобы вы могли пообедать, позавтракать и уютно расположиться на комфортном диване. Данная часть пространства, в частности, вот эта стена, выполнена с использованием элементов фрески. Такие элементы мы можем встретить и на втором этаже, посмотрим это чуть-чуть позже. В целом, нужно сказать, что дом в стиле шале снаружи, внутри мы видим очень много элементов неоклассики. Все минималистично и в то же время очень функционально. И из кухни-гостиной есть выход на просторную террасу, которая ведет куда? Конечно же, к зоне бассейна. Первый этаж. Продолжаем мы по нему передвигаться и попадаем в гостевую спальню. Можете сделать здесь небольшой кабинет. Все на ваше усмотрение. Ну что могу сказать? Просторный, светлый. Можно здесь поставить стол, кресло большое или большую кровать, повесить телевизор. Опять же, все здесь необходимое для этого есть. К потолку у нас трековые светильники, трековая система. Есть еще отдельная подсветка. Помещение небольшое, но достаточно просторное, уютное. И здесь же есть выход на заднюю часть дома, где можно опять же расположить плетеную мебель. В каждом помещении этого дома установлены вот такие датчики, терморегуляторы, при помощи которых вы можете регулировать температуру теплого пола. Очень удобно. При входе в данное помещение есть вот такая небольшая ниша, которую вы можете обыграть, сделав здесь полки или установив шкаф-купе, опять же разместив свои все необходимые вещи. Ну что, друзья мои, пришло время смотреть второй этаж, а пойдем мы туда по удобной лестнице, выложенной керамогранитом. Межлестничное пространство между первым и вторым этажом максимально освещено панорамными окнами. Здесь установлены перила из каленого стекла, керамогранит на полу, лестничный марш широкий, удобный. В ближайшее время здесь будут установлены деревянные перила. Второй этаж включает в себя 3 спальни, одна из которых мастер-спальня со своим собственным санузлом и гардеробной. Безусловно, из каждой спальни есть выход на балкон с прекрасным панорамным видом. И здесь же на этаже общий санузел. И смотрим с вами спальню номер 1. Recuerdo el momento donde bailábamos sin parar y tus labios me buscaban. Recuerdo cuando hablabas que no temiera nunca más, que en equipo éramos fuertes. Это спальня, скорее всего, детская, либо для ваших родителей. Здесь спокойные оттенки. Вы только посмотрите, какая стена за моей спиной. Серо-синий оттенок. Эта часть стены обыграна большим зеркалом, а с этой стороны вот такие светильники, которые подчеркивают весь интерьер в целом. Скорее всего, здесь будет расположена большая уютная кровать и напротив телевизор. Из спальни есть выход на балкон с видом на соседний дом в таком же красивом стиле шале. Наверняка здесь будут скоро ваши соседи. Это очень приятно глазу. Дом в таком же стиле в окружении зелени. Кстати, обзор этого дома есть на нашем канале. Ссылочку вы видите внизу. Пройдите и обязательно посмотрите его подробно. Todo
Todo el tiempo te busco a ti, mi pecho salta. La vida no encaja si no estás, hasta cuesta respirar. Todo el tiempo te busco a ti, mi pecho salta. La vida no encaja si no estás, hasta cuesta respirar. Спальня номер 2, не менее уютная, светлая, с хорошей подсветкой. И, кстати, здесь высоченные потолки. Да, они скошены, но это ничуть не умаляет пространство. Здесь есть еще своя собственная гардеробная, достаточно вместительная. Ну и опять же, расположение мебели будет по вашему усмотрению. Здесь будет кровать, телевизор, можно поставить большое кресло для вашего уюта и выход на балкон. Recuerdo el momento donde bailábamos sin parar y tus labios me buscaban. Recuerdo cuando hablabas que no te viera nunca más. Ну и третья спальня, которая является мастер-спальней. Здесь очень много интересного. Сразу хочется обратить внимание вот на эту стену, которая выполнена опять же с использованием элементов фрески, как я вам уже и говорила, на первом этаже. Во всех спальнях хочу вам заметить, дорогие друзья, напольное покрытие очень прочное, антивандальное. И вот эта стена, только посмотрите, какой она высоты. И как красиво она обыграна элементами волн и при помощи зеркал. Здесь будет расположен телевизор, кровать, но это еще не все. В этой спальне есть 2 гардеробных для него и для нее. И просторнейший санузел, выполненный из светлого керамогранита с душевой и всем необходимым. Ну и, конечно же, балкон, который нельзя не отметить, он очень большой и соединяет между собой 2 спальни. Здесь что мы видим? Вид на бассейн и всю прилегающую территорию, вид на соседские дома. Кстати, этот дом рядом в таком же одноименном стиле, но в предчистовой отделке. Там отличается цена. Опять же, о ней вы узнаете, позвонив мне по номеру телефона, который видите на экране и в описании данного видео. Дом в окружении зелени. Дышится легко, чистейший воздух, максимальная приватность. Посмотрите, какие виды отсюда. Все в умиротворении, спокойствии и, конечно же, отдалении от городского шума. Ну и еще один санузел на этом этаже, который мы не могли не отметить. Он в бирюзовых оттенках. Мы видим, что такие оттенки перекликаются здесь на 2-м этаже. В одной из спален выполнена стена в таком цвете. Впрочем, что нужно отметить, что чувство вкуса у данного хозяина присутствует. И использование премиальных материалов в целом дает нам вот такой стиль. За моей спиной стена, которая может быть использована под стиральную машину, сушильную машину. И здесь вы можете сделать полочки для ваших ванных принадлежностей. Умывальник для нее, для него. В этой части санузла расположилась ванная. И обратите внимание, продуман 2-й свет. Это световой фонарь. Здесь всегда светло. И днем вы можете даже не использовать свет. А ночью, когда вы будете принимать ванную при свечах с красивой музыкой, вы будете любоваться звездным небом. Правда здорово? Дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости канала, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего обзора.
Итак, мы посмотрели дом в стиле шале, который расположен в коттеджном поселке премиум-класса, состоящего из 4 домов. Площадь дома составляет 207 квадратных метров, на участке земли 5 соток. Свой заезд, хорошая асфальтированная дорога. Локация более чем приватная, с чистым воздухом, с хорошо развитой инфраструктурой, буквально в 15 минутах от чистой набережной. Все коммуникации проведены, заведены в дом, выполнен дизайнерский ремонт, есть бассейн, есть парковка, все, что необходимо для вашего комфортного проживания и время проведения в этом прекрасном доме. А с вами, как всегда, Татьяна Черникова, Дмитрий за кадром. Рады всегда встрече с вами. Пишите, звоните, ставьте лайки, пишите как можно больше комментариев. Ждем ваших звонков. До новых встреч. Пока-пока. Stiffen up that upper lip, little lady. I told you that he's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you. I'd do anything for you to say you smile. And if that mockingbird don't sing and there ain't no shine, I'ma break that birdie's neck. I'll go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carrot. Don't fuck with that.